Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу, как правильно применить гумат калия при проведении подкормок томатов. И вообще для чего это нужно. Показывать и рассказывать будем на примере своих томатов, которые мы выращиваем в нашем рассаднике. Но прежде чем мы с вами приступим сейчас непосредственно к проведению подкормкой гуматом калия, я предлагаю осмотреть растения и расскажу, почему именно сейчас, именно сегодня и в такой фазе развития мы проводим вот эту гуматно-калийную подкормку. Смотрите, растения достаточно развиты. Ну, давайте посмотрим на плодовую нагрузку. Первая кисть, вторая кисть, третья кисть, четвертая кисть, пятая на цветах, шестая тоже, ну, цветы с бутонами, и седьмая кисть у нас на бутонах. То есть действительно взрослое растение, которое несет на себе достаточно уже такую существенную плодовую нагрузку. И естественно, для того, чтобы эти растения были хорошо развитыми, мы проводили некоторые подкормки. Я рассказывал в одном из своих видео о том, какие подкормки. И нужно знать, что проводя подкормки под корень, только лишь часть питания, порядка 30-40%, усваивается корневой системой растений. Часть питания вымывается в более глубокие слои почвы, часть питания испаряется в атмосферу, это, например, аммиачные формы азота, и часть питания находится сейчас в почве, но оно перешло в недоступную для растений форму. То есть достаточно существенная часть питания, которое мы когда-то раньше вносили под корень вот этих растений, лежит в почве себе без пользы. И растения наши не растут, и питание есть. Но это же неправильно, согласитесь. Поэтому гумат калия, который в своем составе содержит гуминовые и фульвовые кислоты, являющиеся по своей сути природными хелаторами. То есть вот эти кислоты, они смогут преобразовать питательный балласт, который сейчас находится в почве и недоступен для растений, в легко доступную для растений форму. Мы проведем подкормку гуматом калия, и растения получат дополнительное питание и пойдут развиваться дальше. Это что касается гуминовых фульвовых кислот. Но в гумате калия еще также присутствует непосредственно сам калий, порядка 12%. А калий будет способствовать отводу органического вещества, накопленного в листьях. В результате процесса фотосинтеза здесь накапливается большое количество органических веществ. Солнышко светит в солнечный день, вещества накопились. Часть этих веществ затем тратится на процессы дыхания, которые происходят в растении, а часть тратится на нарастание растения. То есть нарастают листья и в том числе нарастают плоды. Они укрупняются именно на подавляющий процент за счет органического вещества, за счет солнышка, по сути, за счет света. Поэтому калийная составляющая поможет нам вот эти вещества, они пойдут и зайдут вот сюда. Плоды будут укрупняться. Что он дает, более научным языком? Если коротко, обеспечивает увеличение урожайности, повышает качество продукции, усиливает иммунитет растений, стимулирует развитие мощной корневой системы, повышает стойкость растений к засухе, способствует усвоению растениями минеральных удобрений. Вот то, о чем я рассказывал, он является природным хелатором, гумат калия. И улучшает структуру грунта, потому что это органическое удобрение. И повышая органическую составляющую своего грунта, мы, конечно же, улучшаем его структуру. Это что касается свойств, которые присущи гуматам. Друзья, норма применения. И вот здесь очень важно не ошибиться, потому что переизбыток гумата калия при поливе тоже может привести к печальным последствиям. Поэтому норму очень нужно соблюдать. Друзья, я понимаю, что не у всех есть электронные весы. Мы будем сейчас пользоваться электронными, но для тех, у кого их нет, я покажу, сколько концентрированного гумата калия находится в одной чайной и в одной столовой ложке. Давайте возьмем, вот посмотрите, вот с горочкой чайная ложечка, и мы сейчас обнулили здесь по нулям, да, и высыпаем в банку. То есть в одной чайной ложке у нас 4,7 грамма гумата калия. Друзья,
Вот такое количество. И давайте теперь наберем столовую ложечку, тоже так с легкой горочкой. Обнулили весы и высыпаем столовую ложку. Получается 13,1 грамма в столовой ложке концентрированного гумата калия. Это общий ориентир, если вдруг у вас нет электронных весов. Ложки, я думаю, есть у всех. Друзья, но общий ориентир — это цвет раствора, который получается при его приготовлении. Цвет такого крепкого чая. Не черный какой-то в ведре должен быть раствор, а именно цвет крепкого чая. Давайте посмотрим, что указал производитель на упаковке. Вот фертигация, то есть это внесение удобрения с помощью полива, овощные, садовые, ягодники, виноградники, 200 грамм на метр кубической воды. То есть на 1000 литров воды 200 грамм. И зная объем поливной емкости, которую мы сейчас будем применять, а у нас в емкости 250 литров воды, мы с легкостью вычисляем, сколько гумата калия мы возьмем для того, чтобы приготовить здесь рабочий раствор. Если на 1000 литров нам надо 200 грамм, то на 250 литров мы используем 50 грамм гумата калия. Все легко и просто. Но превышать, друзья, еще раз хочу акцентировать свое внимание на этом, не следует. Так, вот 50 грамм. Друзья, но даже такое количество гумата калия вот в баночке будет развести достаточно сложно. Поэтому мы будем разводить его сначала в ведре с водой, а потом уже добавим в бак с рабочим объемом. Высыпаем потихонечку вот так вот. И помешиваем, чтобы не слипался. Гумат калий, порошок, концентрат слипнуться не должен, потому что потом придется повозиться с его растворением. Вот так по чуть-чуть растворяем и заливаем приготовленный раствор гумата калия в бак. Вот так. Все это помешать, чтобы было равномерно. И давайте посмотрим, какого цвета у нас получился раствор. Ну вот белое ведро у меня. Вот такого цвета получился рабочий раствор гумата калия. Вот как крепкий такой чай. Сильнее концентрацию делать, друзья, не нужно. И поливаем на 100 растений, у нас получается по 2,5 литра раствора под корень каждого растения. Мы приготовили луночки, но они у нас изначально как бы луночки. И обратите внимание, друзья, все у нас замульчировано хвойным опадом, для того, чтобы влага не испарялась после того, как мы поливаем свои растения. Периодически проводя поливы своих растений с применением гумата калия, мы не только улучшаем состав почвы, очищаем ее от накопленного балласта в виде ранее примененных минеральных удобрений, либо других питательных элементов, но также мы существенно улучшаем развитие растений. Гумат калия будет влиять на более интенсивный налив первых кистей, которые уже у нас завязались. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Надеюсь, для вас оно было полезно. До свидания.